Доброе утро! Сегодня новый день, и, как я вчера говорила, я себе забронировала сегодня чайную церемонию. Я вот приехала на станцию, где меня должна встретить эта женщина, которая будет проводить церемонию. Да, ступеньки, как обычно. Вот, я приехала немножко раньше, за 10 минут, на всякий случай, потому что здесь очень все люди пунктуальные. И на всякий случай я тоже хочу быть пунктуальной. Я не думаю, что там можно будет снимать, но я постараюсь. Там вроде бы было написано, что она пришлет фотографии. So I'm here with my host, and she just explained to me that this is a special ritual tea, which is not drunk usually at home, but only for special ceremonies like before the weddings when two families meet each other. So it's cherry blossom flower, which looks like this, which is salted, and it can stay like that for up to 2 years. And then the salt is washed off and just put with hot water, and this is the tea, which I'm going to try now. All right. Thank you. This is my choice of colors and kimono. And these were the other options. And how is it called? Sorry, obi? Obi. Obi should be a contrast color to the rest, so it stands out. So we selected this purple color. Так, я одеваю специальную одежду. И здесь такая система. Сейчас я попробую. Итак, вот это специальное белье. Yes, yes, thank you. Которое одевают под кимоно. Вот так вот это выглядит. Okay, so we have just put the kimonos on. It was quite a complicated process. And Tomomi just explained to me that the bow, as you can see on her, it should be at your back. Because if it's in the front, that means you're a prostitute. So we don't want that. So now we're going to turn it. I'm going to try to see myself in the mirror. Yes, that's how it looks at the front. Beautiful colors. This is the full outfit. Taken some pictures. And why do you have to keep your toes like this? That's looks more elegant. More elegant. When you're wearing Japanese kimono shoes, it's easier to walk like that. Like this. Mm-hmm. Okay. We had just made matcha tea with this special whisk, and there is matcha powder, and this is a special spoon, and it has to be that foamy texture. And the cups are also specially turned when you drink, so the pattern like on that cup would face me when Tomomi would drink her tea, and because we respect the cup. And also these are traditional sweets which cannot be eaten at the same time as drinking. So it's all very interesting. Thank you. Так, я вышла с чаепития. Мне кажется, это был лучший день, во всяком случае, лучший experience so far в Японии. Я реально вам рекомендую от всей души, если вы в Японии, обязательно сходите. Если вы в Осаке, то идите к Томоми, потому что это было просто потрясающе. Мне еще очень супер-мега повезло, я была там одна, у меня было частное. Все у меня было только для меня. Короче, это было очень-очень классно. Прекрасно. Во-первых, я побывала в японском доме, в реальной квартире, где она живет. Там такая просто нереальная чистота. Короче, я в полном восторге. Еще была чайная церемония, но мне было не очень удобно это все снимать, потому что это как бы довольно такое, так сказать, ну, особая церемония. Она мне сказала, что это только могут себе позволить люди, которые из довольно высокого социального класса, потому что, чтобы принимать участие в чайной церемонии, нужно пройти несколько уроков
То есть ты не можешь просто так прийти, да, это надо знать, там целая специфика, как это все делается. Там это матча паудер, она очень-очень особенная и такая довольно дорогая. Она мне сказала, это стоит, стоимость этой пудры матча, этого порошка, примерно 2000 йен за 20 грамм. То есть, а я думаю, что то, что мы сделали один чай, это примерно 10 грамм. То есть это действительно дорого. И каждый день они не делают эту церемонию. Это делается только на каких-то особых случаях. И очень редко, например, весной и осенью только. Я приостановлюсь, потому что тут везде переходы. Она мне также рассказала, что раньше в этой церемонии принимали участие только мужчины, а сейчас это доступно и женщинам тоже. Что еще? Там все делается в таком определенном порядке, используется определенная там правая или левая рука, и там 2 пальца или 3 пальца, короче, очень-очень интересно. Единственное, что ноги, ну, эта церемония сейчас длилась 20 минут. Все это время нужно сидеть как бы на коленках. И я после этого, я вообще еле встала. Ноги совершенно онемели. То есть они, конечно, ну, натренированы на это дело. И они знают, как так долго сидеть. Хотя она мне сказала, что это была не формальная чайная церемония, а формальная, ну, то есть официальная, длится 1,5-2 часа. То есть это больше как пытка. Просидеть так 2 часа. Я не представляю. Ну, в общем, у меня море эмоций. Мне безумно понравилось. Я действительно рекомендую всем, кто едет в Японию, обязательно найти для себя вот такую чайную церемонию, померить, посмотреть, как одевают кимоно. Опять же, это кимоно было на 100% сделано из хлопка. То есть это как бы каждодневное такое обычное кимоно. Есть также еще парадное, которое одевают на мероприятия, на свадьбы и так далее, которое, чтобы его одеть, занимает где-то час или даже 1,5 часа. То есть это совсем другое. Сейчас она мне сказала, что большинство девушек, у них нету другого кимоно, но полностью шелковое. Но у каждой есть хотя бы одно такое просто хлопковое кимоно. Интересный также факт, что в Киото, вот где мы были позавчера, много девушек ходили в кимоно, просто японок, потому что когда ты приходишь туда в кимоно, во многих магазинах или там кафе или где-нибудь в достопримечательностях дают скидку. Поэтому девушки одеваются в кимоно, чтобы получить скидку. Вот так, я теперь иду, тут недалеко станция Тенноджи, где находится один из старейших храмов. Так что я иду туда, зайду в храм, а потом я пойду в магазин. Там она мне посоветовала, ну и не только она, а также Костины коллеги посоветовали такой большой department store, где можно купить хорошие качественные сувениры, чашечки и так далее. Так что я пойду туда. Итак, я подхожу к храму, который называется Shitennoji Temple. Вот он за мной. Он, значит, считается одним из старейших буддистских храмов в Японии. То есть он официально был зарегистрирован как буддистский храм. И он несколько раз сгорал за всю историю, но его каждый раз перестраивали согласно, то есть, тому оригинальному виду, каким он был. И довольно красивый храм. Вот он. Сейчас я его еще поснимаю. Я зашла вовнутрь храма, еще со мной только что попросились сфоткаться 2 японца. Я себя чувствую как селебрити. Фото, плиз, фото. В общем, очень смешно. У нас часто в Азии просят сфотографироваться с местными, потому что мы белые и высокие. Вот, ну вот я зашла вовнутрь. Тут нельзя снимать. Сейчас. Окей, я буду заказывать обед на vending machine. Я только что заказала обед себе из vending machine. Сейчас еще никогда так не делала, просто не могла никак найти место, которое бы выглядело более-менее. А тут вроде очень даже миленько. Так что посмотрим, что мне сейчас принесут. Итак, вот мой обед. Сейчас будем все пробовать.
Я тут в огромном магазине продуктовом, где на каждом шагу продают всякую японскую еду, чай и так далее, но никто абсолютно не говорит по-английски, поэтому я не очень понимаю, в чем вообще разница. Но надо что-то купить, надо купить Костиным коллегам в подарок чай, и нам домой чай. В общем, сейчас я попробую установить какой-нибудь на телефон переводчик, чтобы я могла хотя бы читать эти надписи по-английски. Всякая всячина. Я нахожусь в магазине, который называется Tokyo Hands. Я счастливый обладатель множества ненужных вещей. Тут просто можно провести, мне кажется, дня 2 в этом магазине. Здесь продается все вообще, что только можно себе представить, от косметики до кухонной утвари, полотенца, все, что только можно. И сейчас, мне кажется, тут есть еще второй этаж. Не знаю, пойду посмотрю. Вот, и потом я пойду в магазин, который называется Don Quijote. Это как бы discounted store, где можно купить еще кучу ненужной фигни. Но это мне доставляет безумное удовольствие. Я купила некоторые там cosmetic products. Так что я очень довольна. У меня сегодня такой день шопинга. И в 6... Сейчас у меня еще есть время немножко погулять по магазинам. Здесь огромный Uniqlo. Так что я пойду туда. Вот эта птичка, вот этот магазин. Это называется Don Quijote. Это выглядит снаружи как огромный Poundland. Магазин, в который я зашла, мне не понравился. Он какой-то был слишком маленький. И, в общем, я иду теперь в мега Don Quijote, который многоэтажный. Мне кажется, там очень сильно светит солнце. Там мне больше понравится. А потом мне надо пойти на Намба Station, и там мы встречаемся на ужин с Костей и его коллегами. Я уже не буду заходить в отель, потому что я не хочу ездить туда-сюда. Кстати, я забыла рассказать одну интересную вещь, которую мне рассказала Томоми на чайной церемонии. Что единственный момент, когда прилично делать такой звук, такой... это когда ты заканчиваешь пить чай, потому что таким образом ты показываешь уважение к человеку, который тебя пригласил на чайную церемонию, показываешь, что ему было вкусно. То есть делать такой звук можно только в этом случае. Хотя мы заметили, что очень много людей здесь, когда они едят рамен или лапшу, то они это делают очень громко, так делают такой звук. И как бы я думала, может быть, это так принято тоже, что они таким образом выражают, как бы, что им вкусно и что им нравится. Но она мне сказала, что это как бы плохой тон, что громко кушать это неприлично. Единственное, когда это прилично, это когда заканчиваешь чайную церемонию, и последний глоток надо обязательно сделать с таким звуком. Вот, я забыла рассказать это после того, как вышла с церемонии, а сейчас мне что-то... потому что я кушала, когда на обеде, рядом со мной сидел парень, очень громко кушал очень громко, и я подумала, вот, он неприлично поступает. Кстати, я уже очень комфортно себя ощущаю, ходя по городу и разговаривая сама с собой. Мне прямо очень нравится. Так, момент, который интересует всех, это разные разновидности китката. Вот они все за мной, пожалуйста, выбирай, не хочу. И вообще, вот это все, это только сладости. Так что... День подходит к концу, уже стемнело, я не знаю, слышно ли меня или нет, здесь очень громко. Я опять в Дотенборе, где мы были в первый вечер. Сейчас я встречаюсь через полчаса с Костей и его коллегами. Мы пойдем на ужин, так что я должна подойти туда. Туда не знаю куда, но попробую найти. Я подошла к этому месту, где мы должны встретиться. Оно называется Nambo Hips. Оно выглядит как-то очень прикольно, но поскольку я сижу прямо под ним, не видно. Но я попробую показать сейчас, секунду.
Еще я хочу попробовать один из снакс, который я купила, который выглядит вот так. Это со вкусом персика. Это такие маленькие, такие вот штучки. Вот. Это очень прикольно. Они как маленькие мармеладки, и внутри, и они реально со вкусом персика. Очень прикольно. Вот так я тут развлекаюсь, пока я жду Костю и его коллег. Ладно, все, теперь точно. До следующего раза. Пока-пока.